Каждый сотрудник – кушер-монтажник, щеточник высокого профиля. А вот когда вы уже окрепли, мы начинаем с ними биться по цене, то слона надо есть по частям. Мы всегда стартуем с бизнес-модели. Всегда. Всем привет! Вы на канале «Лабиринты стратегии», и меня зовут Александр Паньков. И я сегодня хочу вам рассказать, поговорить о таком вопросе, а когда бизнесу нужна бизнес-модель, а когда стратегия? Что первично, что вторично, что важнее? Что такое бизнес-модель в широком понимании? Это модель создания ценности для клиента с целью получения бизнесом прибыли. То есть, что мы можем предложить клиенту, как мы можем удовлетворить его потребности, его боли, какую работу мы его можем выполнить для того, чтобы он нам заплатил. Заплатил больше, чем просто за цену, да, то есть в этой части. В краткосрочном, среднесрочном периоде бизнес-модель работает вот здесь и сейчас. Это больше про эффективность и результативность. И это про то, как мы создаем ценность для наших клиентов. Чем мы выделяемся в этой части. Если говорить про стратегию, то это в первую очередь ответ на вопрос, что и как мы будем делать с бизнесом в перспективе 3, 5, 7, 10 лет. Да? То есть это по сути дела про будущее, про некий выбор, про некий выбор альтернатив развития. Да? То есть и про путь, который мы делаем из точки А в точку Б, для достижения стратегических целей. А при разработке стратегии мы точно так же работаем с портретом клиента, мы точно так же работаем с конкурентными преимуществами, мы точно так же формируем модель доходов, модель расходов. То есть по большому счету бизнес-модель лежит в основе, в фундаменте формирования стратегии. Бизнес-модель — это создание ценности для клиента для того, чтобы мы могли заработать прибыль. Некоторые клиенты говорят: а как нам сделать бизнес-модель? Мы вот работаем 7 лет, у нас нет бизнес-модели. Это такая легкая методологическая ошибка. Если вы вышли на рынок и сделали хотя бы пару сделок, ваша бизнес-модель уже существует. Единственное, что вы, скорее всего, еще не описывали, вы ее не разбирали, вы не искали ее эффективность, вы не отрабатывали. Давайте сначала сделаем важный момент. Бизнес-модель может быть сама по себе, и бизнес-модель — это всегда стержень любой стратегии. То есть стратегии без бизнес-модели выстроить невозможно. Нужно ли заходить на стратегию, если мы не совсем разобрались в бизнес-модели, то алгоритм разработки стратегии предполагает на ранней стадии проработку бизнес-модели. То есть напоминаю, начинаем разработку стратегии, если брать этапность, сначала с формирования хотелок, видения собственника. А вот второй большой блок — это определиться, где мы сейчас есть, где бизнес находится. Это конкурентная среда, это тренды и тенденции, это наши циферки. И вот здесь обязательно мы с командой описываем, иногда в первый раз в жизни, мы описываем портреты клиентов ключевых. И вот здесь могут уже возникнуть много вопросов, понимания, с кем мы работаем, а кто это, что это. И вторая часть — это описание текущей бизнес-модели. И отвечаем на вопрос, насколько сейчас бизнес-модель эффективна, насколько она реализует текущие ожидания собственников. И очень важно, отвечаем на вопрос, если мы ничего не поменяем, насколько текущая бизнес-модель может реализовать вот видение, хотелки собственников в перспективе 3, 5, 7 лет. Если вдруг мы понимаем, что на рынке произошли очень серьезные изменения, и мы видим в динамике, в цифрах других показателей, что эти изменения коснулись нашей компании, мы всегда стартуем с бизнес-модели. Всегда. Мы смотрим в первую очередь, отвечаем себе на вопрос, что произошло с нашим клиентом, как он себя ведет в новых ситуациях, что с ним происходит, какова его модель поведения, изменилась, не изменилась, как он стал делать выбор в этой части. Анализируя портрет клиента, анализируя бизнес-модель, мы себе в этой ситуации можем ответить на очень важный вопрос. Если мы видим, что в связи с изменением внешней среды бизнес-модель стала неспособной монетизировать деньги,
стала неспособной реализовывать хотелки собственников, и нам необходима смена, вот это как раз говорит о том, что мы сейчас переходим в разработку стратегии. То есть смена бизнес-модели — это, как правило, ключевой шаг в этапе разработки стратегии. Текущая модель не устраивает, нам нужно сделать следующий шаг. Один из клиентов, они работали с определенным портретом клиентов, у них был АБЦ-анализ, они их приписывали к категории А, сформировали портреты, и на протяжении 5-7 лет это был ключевой клиент, которых они качали, под которых они делали продуктовый портфель, под которых они затачивали своих продавцов. Но когда мы начали раскладывать бизнес-модель и начали задавать вопросы, выяснилась очень интересная, неприятная информация для клиента, что категория А самый нерентабельный клиент для тех объемов, в которых работает бизнес. То есть категория А отжимает все скидки, категория А очень жесткая в сроках, малейшие изменения срока, штрафные санкции, очень требовательный в сервисе. И вот весь этот наворот, он по сути дела что делает? Он сжирает маржу компании. И при этом мы увидели другую ситуацию, что есть категория Б, которая у нас не так много сейчас среди клиентов, но которые меньше ориентированы на срок. У них есть другая ценность, которую в принципе мы можем удовлетворить. Он готов за это платить. Он даже готов платить предоплату, чего не хочет делать категорически клиент А. Да, он менее требователен в скидках. И по итогу он на порядок маржинальней. И в этой ситуации остается нам несколько моментов. Нам нужно понять, а как много клиентов категории Б. Можем ли мы переформатировать нашу клиентскую базу из категории А в категорию Б, да, насколько это сложный процесс, как нам это сделать. Ну и самый важный момент, мы, конечно, не будем отказываться от категории А, вот этих сложных требовательных клиентов низкомаржинальных сразу, да, мы должны выстроить план, как поэтапно мы будем замещать клиентов. Это все работает с бизнес-моделью. Вот, но если мы в этой ситуации говорим, что мы переходим с одного портрета на другой портрет, то тут вырисовывается работа глубже. Нам нужно еще заниматься внутрянкой, нам нужно еще отвечать на вопросы с точки зрения и продвижения сервиса, продаж и всех остальных моментов. И скорее всего мы опять попадаем уже из бизнес-модели в стратегию. То есть у нас работала все время бизнес-модель, которая монетизировала, но, как оказалось, не очень эффективно. И мы решили перейти на новую бизнес-модель. Мы через прокачку посмотрели и пошли дальше, вследуя уже в проработку стратегии. Стратегия — это все-таки долгосрочка. Стратегия — это про выбор. И стратегия — это про игру в долгую, про путь, да, то есть бизнеса из точки А в точку Б. Когда, как правило, применима бизнес-модель, а когда стратегия? Здесь нам поможет, конечно, стадии жизненного цикла доктора Адиеса. Я думаю, что многие из вас сталкивались со стадиями жизни. Коллеги, если кто-то из вас не сталкивался с подходом жизненного цикла корпорации, смотрите ссылку. Более детально о стадии жизненного цикла, который описал доктор Адиес, вы прочтете внизу. И вот здесь, смотрите, то есть стадия младенчества. На стадии младенчества самый лучший инструмент из этого — это бизнес-модель. Стратегия, как правило, неуместна, чуть позже скажу почему. То есть ее можно, конечно, делать, но она утяжеляет стартап, то есть вот этот этап младенчества, этап старта. Да, и бизнес-модель очень хорошо еще работает на стадии «давай-давай». А вот стратегия, она как раз возникает при переходе позднее «давай-давай» в юность, расцвет, зрелость, да, то есть когда в вашем бизнесе появляется множество вопросов. То есть когда вы бежите на стадии «давай-давай», рынок растет, вы прирастаете, компания растет, компания наращивает выручку, здесь мало кто думает про стратегию. А вот когда мы вдруг неожиданно останавливаемся, когда мы понимаем, что мы уперлись вдруг неожиданно в стену, что есть потолок,
что мы начинаем терять в марже, что вокруг нас вдруг стало много конкурентов, что мы начинаем с ними биться по цене, вот здесь очень часто и возникает вопрос, а не подумать ли нам, а за счет чего дальше мы будем развиваться? В чем наша сила, да, то есть какое преимущество мы предложим нашим клиентам, с кем мы из клиентов будем работать, это все про выбор, это все про стратегию. Бизнес-модель очень часто применяется, когда нам нужно запускать новые каналы продаж. Ну, например, мы работали как оптовики, и было принято решение, что мы хотим начать работать, запускать свою розницу. А почему здесь необходима бизнес-модель, и почему текущая бизнес-модель оптовика здесь не пойдет? По очень простой причине. Разные портреты клиента. Бизнес-модель всегда базируется на целевом клиенте, на том, какую работу мы должны сделать для клиента, какую боль творить, какую потребность, да, какие страхи мы должны нейтрализовать для того, чтобы достучаться до нашего клиента. И вот запуск новых каналов продаж всегда, как правило, происходит с разделения бизнес-модели, запуск новой бизнес-модели. Часто еще происходит ситуация, когда клиент обращается и говорит: Александр, а мне вот нужно выстроить модель продаж. С чего бы начать? Я всегда говорю, давайте начнем с прожарки бизнес-модели. Давайте мы ее опишем портрет клиента, и тогда сразу станет понятно, какую модель продаж нам рисовать, какие показатели нам нужно выстраивать и так далее. Стратегии продаж сюда же. Это все про бизнес-модель. То есть они опираются на понимание бизнес-модели. Я люблю визуальные примеры, и мне всегда вот нравятся какие-то яркие, которые быстро доходят. И вот здесь это, вот, знаете, как автомобиль. И у автомобиля есть ближний свет и дальний свет. Вот и ближний свет — это бизнес-модель, дальний свет — это про стратегию. Когда мы переходим в стратегию, когда мы начинаем заниматься, вы должны понимать, что вам не только нужно разработать ее, вам ее еще нужно реализовать. У вас должна быть команда, способная реализовать стратегию. Готовность команды — это опыт и компетенция, и наличие. Давайте говорить о том, что бывают разные подходы. Бывают лайт-подходы, то есть когда компания касается разработки стратегии, да, то есть тренируется в этой части. Такое тоже бывает. Вот, это не страшно. Есть другие подходы консультантов, которые говорят, например, что стратегия разрабатывается быстро и разрабатывается собственником. Что в принципе, если собственник думает о своем бизнесе, то разработка новой стратегии — это всего лишь там 5, 7, 10 часов. Да? Но еще раз, опять же, хочу сказать очень важный момент. Мы всегда должны держать это в голове. То есть первое, что если компания у вас уже растет, и вы как собственник, как SEO управляющий, уже не в прямом управлении, да, что если под вами есть уже определенная иерархия, то гадалки не ходи, что вы ситуацию на рынке, текущее положение можете оценивать совершенно по-другому, в розовых очках, как я называю. Это первое. Вторая часть. Вы многие вещи того, что происходит на рынке, можете не чувствовать на своих пальцах. Да? И вот в этот момент как раз и нарастает необходимость формирования команды, с которой мы пройдем этот путь. То есть если у вас команды нет, живите спокойно в бизнес-модели. В бизнес-модели можно достаточно долго быть успешным до момента, когда конкуренция уже становится достаточно жесткой и мы становимся неэффективны. Мы можем сделать первый лайтовый вариант. То есть упростить подход, потренироваться в этой части, чуть-чуть больше, чем бизнес-модель. Готовить компанию к более серьезным прыжкам, да, в этой части. Мы можем, если мы видим, что команда не готова, мы можем доукомплектовать новыми сотрудниками, которые имеют опыт в разработке стратегии, участвовали в таких проектах, и усилить эту команду. Всегда ситуация очень индивидуальна. То есть нужно смотреть на ресурсную возможность компании, нужно смотреть на команду. Вот еще один пример, который хотел бы сказать. Смотрите, есть команда, 13 лет на рынке, еще ни разу сама не подходила к стратегии. Про бизнес-модель тоже слабо догадывается, да, то есть как бы и в принципе команда готова.
у них есть опыт, у него есть хорошее понимание бизнеса, но не в рамках бизнес-модели. Но есть один минус. Ресурсная компания очень поджарая. То есть на сегодняшний момент это стадия «давай-давай», где каждый сотрудник совмещает в себе акушер-монтажник, щеточник высокого профиля. И с чем мы сталкиваемся в этой ситуации, что даже если команда по компетенциям готова, даже если мы там проработали бизнес-модель, у компании может быть не хватать ресурсного состояния для того, чтобы человека часов, да, высвободить, для того, чтобы работать с будущим. И в этот момент мы говорим: окей, давайте мы лучше поработаем сейчас с бизнес-моделью. За это время, после этого мы посмотрим на нашу оргструктуру и определимся, а где нам уже пора нанимать новых руководителей и сотрудников. Давайте мы их адаптируем и уже после этого более расширенной командой попытаемся взять следующую высоту. Еще раз хочу сказать, это время, это ресурсы, это опыт, это знания. И вот это должно сойтись вместе. Да? То есть и путем переговоров, когда мы разговариваем с клиентами, мы обсуждаем. Есть еще такое понятие очень важное, когда, например, консультанты приходят на разработку стратегии помогать, у нас есть интервью с участниками команды. И когда мы проводим интервью, мы можем вдруг определить, увидеть, что команда сырая, что она плохо понимает про свой бизнес, что про свой бизнес. Люди могут работать по 10-12 лет, но в очень узком сегменте, да, в этой части, и не готовы быть к такой серьезной проработке стратегии. И тогда мы начинаем с более простых вещей. Бизнес-модель — это всегда такой старт, это всегда подготовка. И почему он и в стратегии в первом этапе, мы через прокачку бизнес-модели тренируем команду вот в этой ситуации договариваться, обсуждать, дискутировать, где-то критиковать друг друга, подкидывать новые идеи. Вот на более простых вариантах мы подготавливаем команду к тому, что у нас впереди будет достаточно большой марш-бросок при разработке стратегии, а потом при реализации стратегии. А вот бизнес-модель вы можете работать самостоятельно. Даже если у вас в компании еще нету сподвижников, у вас есть только рядовые исполнители, вы как первое лицо, вы как собственник, вы можете уже вешать шаблон на стену и потихонечку разбираться со своей бизнес-моделью. А когда подтягивается народ, как раз на бизнес-модели очень хорошо выкристаллизовывать новых сотрудников, да, которые дальше станут в ряды вашей команды. Один из клиентов, который закончил MBA, достаточно неплохо работает со своей бизнес-моделью. Я знаю, что у него в кабинете висит шаблон, он со своей командой периодически работает, периодически задает вопросы, периодически проверяет на эффективность свою бизнес-модель. И он говорит: слушай, говорит, вот я сейчас хочу запускать новое направление, оно новое для компании, оно новое для рынка. И с учетом того, что у меня есть бизнес-модель и стратегия текущего бизнеса, я бы хотел к новому направлению подойти точно так же. Я бы хотел сейчас проработать стратегию, в стратегии проработать бизнес-модель и двинуться вперед. Что скажешь? На что я всегда в таких ситуациях говорю очень простую вещь. Если вы запускаете новое направление, начните с бизнес-модели. Вам нужно определиться с клиентом, с портретами клиента. Вам нужно определиться с каналами продвижения. Вам нужно определиться с продуктовым портфелем. Вам нужно определиться с ключевыми процессами. Вот когда вы нащупали, проработали, начинаете осознавать и понимать, вот тогда вы можете дальше уже двигаться, да, к стратегии. Но, как правило, еще раз, открытие нового направления — это не совсем стартап, но это опять этап младенчества. Обращаю внимание, этап младенчества. И вот в чистом виде бизнес-модель здесь хорошо работает. Еще раз, в чем преимущество? Смотрите. Стратегия, как правило, ресурсная. Чтобы разработать хорошую стратегию, вам надо время, вам нужна команда. Вам нужно время не маленькое, вам нужно там 1,5, 2, 3 месяца в зависимости от бизнеса, в зависимости от доступа к информации, да, то есть о наличии информации. То есть это время, которое надо потратить. Бизнес-модель —
это то, что что вы можете первую итерацию сделать буквально за 1,5-2 часа. Через 2-3 часа работы, 1,5-2-3 часа работы у вас может появиться первая версия 1.0 вашей бизнес-модели. И у вас появится куча вопросов, которые вам надо дальше либо самостоятельно, либо уже с кем-то из команды начинать качать и задавать себе вопросы. Да, то есть, а какие все-таки каналы продвижения у нас есть, ключевые каналы? А какие ключевые процессы? А как у нас формируется модель доходов? А что у нас с затратной частью? Да, то есть баланс в этой части. Поэтому, на мой взгляд, бизнес-модель такой хороший оперативный инструмент для того, чтобы разобраться с нюансами в младенчестве любого бизнеса. А вот когда вы уже окрепли, когда вы разогнались, когда вы понимаете, что вы уже вступаете в хорошую конкурентную среду, вот у вас появляется необходимость думать о стратегии. Ведение бизнеса достаточно сложный процесс. Но мы помним знаменитую пословицу: слона надо есть по частям. Поэтому если вы раскладываете на этапы, если вы раскладываете на небольшие части, на шаги, то в принципе это путешествие не столь страшное и не столь тяжелое. Но заниматься этим надо системно. Вот в принципе вкратце, что я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и внизу есть определенные полезности.